Друзья, всем привет! Сегодня у нас вторая серия про наш болид Формулы-1. Точнее, это будет не болид Формулы-1, это будет Формула Ростов R1. Такое вот будет интересное название, и все это неспроста. В общем, в этом видео я вам буду все рассказывать и показывать, ну как обычно. Проект будет очень и очень затяжным, буду все мега хорошо продумывать, делать с качественных материалов, поэтому запасайтесь печеньками, друзья, подписывайтесь на канал и готовьтесь на длинный просмотр огромных количеств серий, которые, по всей вероятности, придется иногда долго ждать, но это будет связано не с забрасыванием проекта, я ни один проект у себя не забрасываю, а будет связано с более хорошим продумыванием, либо с тем, что недостаточно каких-либо запчастей, либо денег. Так что подписывайтесь на канал, поддерживайте лайком, друзья. Ну а мы продолжаем, точнее начинаем вторую серию уже. Здесь под чехлом скрыто новое сердце для нашего болида. Кто давно подписан на Инстаграм, те знают, что я не захотел разбирать джиксера литрового, которого я покупал для этого проекта. Мы его с моим другом, мотодоктором Евгением, разобрали. Полностью все перебрали, промыли, отрегулировали. И теперь у меня есть фактически новый мотоцикл 2000 года выпуска. Если это можно так назвать, оказалось, что пробег у него реальный. Оказалось, правда, что у него есть какой-то портинг в головах, то есть там повышена мощность, по всей видимости. Мод из Германии. Очень мне нравится, как он выглядит. Но вы посмотрите, какой он красавчик. Отрегулировали клапана. Заменили цепь ГРМ, перебрали передние перья, полностью сделали переборку суппортов перед и зад, поменяли подшипники, поставили новый натяжитель, с К6 доработали, вот, проводку перебрали всю, ну, вроде все. Вообще огонь аппарат, сейчас поедем катосить. Ну а вот здесь под чехлом находится просто удивительный мотор, друзья. То есть мы ничего не потеряли от того, что я не стал разбирать джиксера. Ну, может, только пару дичь проектов не состоится на раме, а мотор здесь даже круче. Причем круче значительно. И сейчас я вам его буду показывать. И судя по названию, вы уже, я думаю, поняли, что за моторчик будет стоять. Но какого года и что и как, не все лишь знают об этом. Давайте приподнимем немножечко завесу тайны и посмотрим. Название Ростов R1 намекает о двух вещах. Первое, что эта ракета будет строиться в городе Ростов-на-Дону. А второе, ну R1 вы все знаете, что это такое. Так что давайте же уже скорее посмотрим, какой движок я приобрел для проекта. Ну и расскажу остальные новости, потому что проект пока что двигается лишь в плане покупки запчастей. Ну, без этого никак, без этого даже нельзя начать проектировать. Ну, давайте посмотрим, друзья. Ух, вам это понравится. Итак, это двигатель от Yamaha R1 2014 года с пробегом 5000 километров. И мало того, у меня на этот двигатель есть абсолютно все. То есть это не просто какой-то голый агрегат без проводки, без мозгов, без приборки, без ничего, и что надо все-все-все еще покупать. Нет, друзья, голова уже за это дело не болит, можно смело проектировать и устанавливать его в формулу Ростов R1
И мало того, у него, опять же, так как это мотоциклетный агрегат, есть коробка передач, сцепление. Все очень компактно, все очень мало весит. Я хочу прям минимального веса добиться, чтобы при скромных 180 лошадях, которые в нем есть, тачка нереально отваливала. Вот они, все остальные компоненты. Да, и еще пришла с Китая одна маленькая коробочка с запчастями. Это очень важные детали для того, чтобы строить кастомный автомобиль, самодельный. Это шаровые наконечники. Я производил предварительно разведку боем, заказал у 3 независимых производителей и посмотрел, какое у них качество. Ссылочку в описании я оставлю, естественно, на того продавца, у которого взял большую партию. Здесь они, кстати, очень разные. Есть и большие, и маленькие. Взял сразу много штук, чтобы на все хватало, чтобы можно было выбирать. А разведку производил для того, чтобы не брать наобум большую кучу деталей. Одну я испортил, мы ее били, колотили. Думал, что люфт появится вот здесь. Ну что хочу сказать, испытание, как видите, прошло. Никаких люфтов нет. Внутри имеется некая фетровая вставка у них у всех. Похоже, нужно туда заряжать маслицы. И оно там будет поддерживаться все время, здесь вот смазывать. Выбирал продавца по показателю наименьшего люфта. Вот в этом направлении. Направлении вдоль оси болта. Ну, такое чувство, друзья, что все они одинаковые у всех продавцов. Видно, делаются на одном заводе. Ну, тогда я уже принял решение и выбрал продавца, которого все время покупаю. Шарикоподшипники. Шарики даже отдельно керамические у него есть. В общем, на него я и оставлю ссылочку в описании. Можете зайти полюбопытствовать. Керамические шарики — это что-то. Может, даже и керамические шарики куплю. Куда-нибудь вставим их здесь. Так что смотрите, как идет процесс. Процесс идет, вы не думайте. Машинка строится. Но пока запчастя. Сейчас мне очень важно разобраться, на какой комплектухе я буду остальное собирать. Вот здесь у нас прицепляется звезда. И, естественно, момент будет передаваться по цепи. Здесь компактная компоновка, мотор с коробкой, со сцеплением. И я не хочу городить отдельные тяжелые коробки. Отдельное сцепление и прочее. Кстати, здесь электронный дроссель. И можно будет сделать даже переключение передач без сцепления. То есть на подрулевых лепестках. Вы представляете, как это будет круто? Нет, вы представляете? Эту идею мне посоветовали мои друзья. Ну и я решил ей воспользоваться. Но идея оказалась не бюджетная. Пришлось потратиться на такой мотор. Я хотел взять мотор от Hayabusa. Он был бы мощнее, потому что это литровый движок, а там 1,34 литра. Был бы гораздо больше крутящий момент, плюс хайбусовский движок можно надувать адски. Но я все-таки решил придержаться совета друзей и взять вот этот вариант. Все равно движок этот очень-очень мощный и обладает некими уникальными даже характеристиками. Здесь, друзья, стоит крестообразный коленвал. Звук будет просто чума. Сейчас еще откроем Airbox, покажу вам, что внутри. Там тоже очень интересно и тоже касается необычности движка. Ой, какая роскошь. Здесь применяется система изменяемой длины впускных труб. На каждый дроссель, видите, либо пристыковывается диффузор, либо отстыковывается. На больших оборотах он отстыковывается. А на малых пристыковывается, что позволяет поднять момент на низких оборотах. В связи с этим удается получить более ровную полку момента. Короче говоря, на низах этот движок тоже тянет. Это, конечно, очень интересно, но это еще не все. Чтобы увидеть все, мы должны перевернуть верхнюю крышку аирбокса. И мы увидим здесь форсунки. То есть, как мы все знаем, в нормальных автомобильных движках форсунки прыскают за дроссельное пространство. То есть там под дросселем форсунки должны находиться. И они таки там находятся, друзья. Вот они, зелененькие. Раз, два, три, четыре. Но плюс к ним
Есть еще форсунки, которые подают топливо сверху. Это уже чисто формульная технология. Для себя я это понимаю так. Снизу стоят небольшие форсунки, которые очень качественно распыляют топливо. И работают на средних и малых мощностях и оборотах. Когда нужно много мощи, уже открываются более мощные форсунки, либо такие же подключаются, которые наваливают еще топливо. И при этом движок у нас получается одновременно и экономичным, и мощным. Форсунки прикольные, имеют множественные отверстия. К сожалению, внутренние я вам не могу показать, ибо разбирать движок не буду. Забрали также вот эту милую интересную приборку. Также, естественно, забрали проводку. Сняли мы его, кстати, с живого мотоцикла, который ездил, нам на нем предлагали покататься. Вот он, красавец. Ух, выдернули таки из вот этого моцеля. На приборке написано, что он до 13750 оборотов может крутиться. Ну, вот такая вот маленькая приборочка. Мы это еще, кстати, друзья, сегодня все взвесим, что сколько весит. Я буду все веса записывать и хочу уложить наш автомобиль в 400 килограмм каким-то образом, каким-то чудом. Сейчас взвесим массы и пойдем смотреть дальше. Я же вас еще разочек обещал удивить, и я это сделаю. Надо, чтобы и он видел. Сейчас. Ты здесь двумя руками, а я здесь и очень мягко поднимаю. Что да? Они делают, а? Вообще, что вы делаете? Держим. Ровно 77 килограмм. Теперь мы точно знаем, что от Yamaha R1 мотор весит 77 килограмм. Но это еще не все, потому что сейчас мы взвесим Airbox и вот этот ящик с прилагаемым. То есть здесь вся проводка, мозги и приборка. Airbox взвесили, он весит 3 килограмма, то есть движок получается ровно 70 килограмм весит в сборе. Осталось взвесить проводку и приборку. Ну, приборка ничего не весит. А проводку мы прицепили абсолютно всю. Здесь мозги, здесь у нас из тяжелого еще регулятор напряжения. Ну и все. Пульты есть, вот даже указатели поворотов, проводка, часть. Ну все реле, все. 4,14 килограмм. Вся проводка. Мы ее еще будем облегчать, так что она уменьшится. 335 грамм. Вообще ничего не весит. Так что получается весь мотор на данный момент 84,6 килограмм. Может быть, добавится еще 15 килограмм. Потому что нужны будут радиаторы, масляный, радиатор охлаждения и так далее, и так далее. Все трубопроводы, вентиляторы, все, что с этим связано. Ну, закладываю на 15 килограмм, допустим, на это, а там посмотрим. Ну, во-первых, из удивительного. Так как это все-таки формула, хоть и формула Ростов, а не формула-1, я запасся большим количеством колес. У меня есть вот один комплект на сликах. Его вы уже видели, он довольно-таки тяжелый. Есть второй комплект, но это фактически дождевая резина, но она очень мягкая, может будет нормально работать и на сухом. Но говорят, она быстро стирается. Но самое удивительное, что мне удалось найти магниевые диски. Здесь кое-где поела коррозией, побила немножко. Я думаю, это все поправимо, но есть один косяк. Есть здесь один диск, который не в очень хорошем состоянии. Здесь есть вмятина. Но вроде бы как это тоже поправимо. Видите, оно даже треснуло, его шпаклевали. Возможно, даже еще с советских времен тянется это дело. Плюс они все имеют ширину примерно 8 дюймов. Вот, это тоже как бы косяк, потому что здесь одна резина широкая очень, 240 миллиметров, другая около 200, 190, по-моему. То есть это передние, это задние. Вот, а диски, они получаются вот такой ширины все. Они имеют наружный бортик и внутренний бортик.
То есть их как-то по-другому соединять нельзя. Ну, либо надо токарить на станке DIP 300, чтобы сделать пару 8 и пару 10-дюймовых дисков. Рисунок спиц, кстати, довольно-таки симпатичный и мне понравился. Советским спортивным дискам это обычно не свойственно, но в данном случае я считаю, что мне повезло. Смотрите, довольно-таки симпатично выглядит. И в целом болидик будет смотреться очень круто, я думаю. Но самое главное, друзья, это вес. Вы что думаете, они просто так из магния, что ли, делаются? Нет. Взял резину ту, что поменьше, которая на переднее колесо пойдет. Весит она 4,6 килограмма. Большая весит 6 килограмм. 6,2. 5,2 килограмма диск. Чтобы вы понимали, железные диски разварки у меня весили по 8 килограмм. Я произвел кое-какие расчеты и выяснил, что на стандартных звездах, если использовать этот мотор и принять, что мотик едет 300 км в час, если на тех же самых звездах нацепить вот эти колеса, то мотик уже поехал бы 260 км в час. То есть, видите, без каких-либо манипуляций со звездами и цепурой уже можно было бы получить меньшую скорость, а меньшая скорость нам дает больший крутящий момент. И еще, если использовать маленькие по диаметру колеса, то нам не обязательно иметь огромной мощности шрузы, то есть толстые, с толстого металла, дифференциал и прочие вот эти вещи, которые должны передавать крутящий момент. Я хочу, чтобы скорость у болида была где-то 200 км в час, но при этом, чтобы он не терял динамики спортивного мотоцикла. По колесам вроде бы все, можно тащить другие железяки. Это детали от мотоциклов, которые мне любезно предоставила мотомастерская Мотодоктор. В лице моего друга Евгения. Женя дал мне эти штуковины, чтобы я мог проектировать. Что-то даже пойдет на наш болид. Например, вот такие амортизаторы. Именно на таких вещах хочется построить. Ну, все как положено, друзья. Давайте посмотрим, что тут есть. Женя топит за то, чтобы тормоза были мотоциклетные. А я, друзья, все-таки хочу, чтобы они были автомобильные. Может быть, вы рассудите, что будет лучше. Мотоциклетные определенно будут легче. Но здесь диски R13 везде стоят. И уместить внутри более-менее мощные мототормоза будет непросто. Но это чисто мои такие мысли. Я еще пока думаю, если честно. Смотрите даже, какие бывают. Это от BMW S1000RR. Ха-ха. Вообще. Вот это диск тормозной. Вот цепура. Цепура, скорее всего, точно это пойдет на нашу ракету. Цепура усиленная из нержавеющей стали. Очень мощная. Так, это опять же какие-то амортизаторы. Это еще раз. Вот такие амортизаторы. Еще одна звезда. Ох, ничего себе. А это поболее. Интересно, сколько зубов. И еще одна цепура. Цепура с малым пробегом, ребят. Ее можно использовать. С очень малым пробегом она. Ну вот так как-то идет процесс. Главное, я считаю, что дело движется. Скорость постройки я, к сожалению, форсировать не могу, потому что проект, он не совсем ютубовский. Я хочу добиться каких-то вменяемых результатов на треке с помощью этой ракеты. Поэтому буду делать все вдумчиво, все анализировать. Как видите, все подбираю скрупулезно. И также скрупулезно надо спроектировать шасси, чтобы углы поворота колес были правильные, углы установки колес были правильные. И вообще, чтобы все было по-правильному, друзья. Поэтому проект будет довольно-таки длительный. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих серий. У меня на этом все. Всем пока. До новых встреч.